Всем привет, привет, дорогие друзья, мои подписчики и гости моего канала. По-любому, если ты в игре более нескольких дней, то обязательно тебе попадались вот такие вот ребята. Наглые, противные и беспощадные. Приходят тут, значит, строят свои башни у тебя на базе и поиграть нормально не дают. И да, черт возьми, это дерьмо работает, особенно против ничего не подозревающих новичков, коих сейчас много. Я сам первые 1500 трофеев собрал именно таким способом, так как в начале у меня так же, как и у всех, не было других прокачанных юнитов, а соперники попадались сильными, и это был, пожалуй, единственный способ победить в неравном бою. И да, это работает даже против опытных игроков. Пусть и не всегда, но работает. И даже сейчас актуально. Все дело в эффекте неожиданности. Особенно хорошо работает в режиме 1 на 1. Вот только работает примерно наполовину. И дважды один и тот же фокус на одного и того же игрока не работает. Так что такой метод агрессивной застройки работает на 50%. Я же задался вопросом, как же улучшить застройку и сделать ее еще более эффективной и непредсказуемой. А весь фокус в том, что мы также берем наземную и обычную башню, но играем чуточку по-другому. И два любимых заклинания юнитов почти на любой вкус. Главное собрать баланс антивоздух и наземка. Сюда хорошо подойдет целый список разных юнитов. Главное определить вначале, каких мы будем делать и какие функции они будут выполнять на старте. На моем ранге поиграть чисто обычными юнитами так и не получилось. Я пробовал и, честно скажу, не работает. Нужен хотя бы шагоход в колоде. Еще я хочу взять сюда жреца и рассказать вам немного о параметре защиты в этой игре. Немного о показателе защиты. Практическим путем определено, что в игре показатель защиты наносит прямой характер, а не пропорциональный. То есть, если у вашего персонажа 10 защиты, а у врага 20 урона с удара, вы получаете примерно 10 урона. Примерно так, как еще учитывается формула типа брони, атаки, тяжелая, легкая, нет брони и так далее, где урон колеблется от 80 до 120% от показателя. Метка, у паладина нету показателя брони. Вместо него щит на 13 урона, что и равно 13 пунктам брони. Заклинание игнорирует показатель защиты и наносит указанный в описании дамаг. Как это работает, давайте посмотрим. Если взять, к примеру, бесов и их атаку в 25 урона, то юнит защиты 20 пунктов будет получать всего лишь 5 урона от беса. Так это и работает, плюс-минус учитывая тип брони, который повышает защиту в процентном соотношении против одних атак и снижает против других. Помните, я говорил, что для пушкаря у меня есть специальная тактика, вот она как раз и есть. Берем пушкаря сюда тоже, жрецы будут стрелками на пол шишечки. Итак, моя колода готова, поехали, давайте поиграем, на режим 1 на 1 сыграем. Самое обидное в этой игре, знаете, что я вам прямо сейчас покажу боль. Я вам покажу боль в этой игре. Особенно если вы соберете 2000 кубков, вы поймете, о чем идет речь. Посмотрите на это. Посмотрите на это. Плюс 1 кубок за победу. Плюс 9 кубков и минус 45 кубков, минус 17, минус 19. Просто само соотношение. Вот, ребят, посмотрите, плюс 1 кубок и минус 45 кубков. Но как так можно-то? Это как раз таки я тестировал свою тактику зелеными карточками. Я хотел посмотреть, будет ли работать на наш вариант развития базы и так далее, так далее, так далее, вместе с самыми простыми мечниками. Я взял лучниц вот этих вот непрокачанных, собачек тоже, по-моему, использовал. Ну, в общем, всяко разно пробовал, но с обычными зелеными карточками эта тактика не очень работает. Очень хорошо она работает именно с шагоходами. Шагоходами прям вообще замечательно работает, потому что их сразу можно будет закидывать, они дешевые и работают на отлично. Тем более, что у нас противники почти все играют собачками, гнолами, да, которые очень сильно получают по шапке. О, наконец-таки, я уже чуть ли было не уснул, пока ждал эту каточку. О, блин, вот это локация, вот это, блин, локация. Здесь можно по-разному играть. Я здесь использую обычно дирижабли, но сегодня поиграем без дирижаблей. Надеюсь, сработает, надеюсь, не будет у нас сегодня наш противник рашить нас на старте. Итак, объясняю, что я делаю. Сначала покупаю одного рабочего, потом сразу покупаю газ и одного рабочего отправляю на территорию противника. Покупаю после чего еще 4 рабочих, здесь все по таймингу, все по секундам у нас расписано, рассчитано. И сразу же после этого покупаю пушечку, башню для защиты верха, а после этого для защиты низа. Вот так вот. Все очень просто, все очень быстро. Вопрос, куда бы мне сюда здесь застроиться таким образом, чтобы мой противник... Давайте вот сюда, просто надо поближе, но так, чтобы он меня не запалил. Поближе, но так, чтобы не запалил. Первое, я буду строить барак, а после барака я буду строить уже пушки и все остальное. Самое главное сделать барак, сделать юнитов. Так, здесь у меня все хорошо, покупаю еще один газ.
Пока строятся барак, я просто потихонечку развиваю свою базу. Здесь, блин, такая проблема, это очень проблемная локация, особенно вот сюда, если он сейчас дирижабль закинет, начнет делать застройку, я, конечно, не защитюсь от этого. Но будем надеяться, что он так не играет, потому что обычно так играю я. И, ну, не все такую тактику знают. О, готово. Покупаем сразу шагохода. Сразу же, моментально шагохода. И тут же будем строить башню для защиты и закрываем ему выход. Это называется осада замка. То есть мы будем осаждать, чтобы он не мог выйти и начать застраивать свои какие-то базы в других местах, добывать ресурсы. Будем чисто осаждать. Как в древние времена, знаете, да, там. Атаковать чисто базу дорого, да, как бы по ресурсам, много потерь и так далее, так далее, так далее. А вот осаждать нормально, будем осаждать. Давайте сразу еще одного рабочего сюда отправим, потом отправим его строить базу. На нашей базе здесь пока все тихо, спокойно, сюда пока ничего не строим. Можно построить, конечно, еще одну пушечку, но я думаю, это будет лишнее. Пока мы делаем 2 шагохода, 1 самолетик против воздуха и сделаем жреца. После этого, наверное, уже пойдем как-то бурить. Ну или выманивать на себя потихонечку, да? Вот так вот. Делаем жреца. Чтобы он успел накопить маны, потому что без маны жрец не успеет сделать щит. Все, давай, чапай. Здесь я хочу все-таки сделать защиту. Вот что-то я вот прям вообще очкую. Вот в этой локации придется потратиться еще на одну пушечку. Придется потратиться, а что делать? Как защищаться-то? Потихонечку еще одну пушечку сюда поставлю. Защита этих двух от воздуха, да? Потому что они очень уязвимы против воздуха. И сюда. Ну, я думаю, я почти готов. Теперь надо сделать еще пушкаря для атаки сзади. По заднице, как говорится. Да, вот он, пушкарь. Все. Рабочего отправляем куда-нибудь, ну, сюда. Пусть копится 400 золотых. О, давай, ты меня запалил. Да, чувак, я здесь. Возьми меня, я весь твой. Ха-ха-ха. Давай. Не очкуй. Блин, он у меня на базе просек, что у меня там нифига нету. Все, так, ну, 5 шагоходов, ребята, я думаю, можно начинать. Так, сделаем вот так. Все, поехали, кошмарить, пушками прикрываем, отлично. А ты-то куда почапал? Тебя кто просил вообще? О, давай яд пошел, заморозка пошла, давай, щит. Не получаем урона. Шагоходы бьют по массе, но у них очень маленький урон, на самом деле там 20 урона, что ли, где-то так. Где-то так у них, ну, очень мало у них урона. Поэтому щит против шагоходов это прям имба, ребят. Это имба. Все, да, я походу его забурил уже. Так быстро. Неужели так быстро? Ну, он просто не ожидал, не сдал. И сюда ему тоже было идти как бы не особо. Давайте тогда построим вот так вот, сделаем. Неужели он где-то в другом месте базу построил? Да нет, ребят, это победа. Плюс 6 кубков, да вы что, серьезно? Да. Это победа, классно. Давайте еще раз попробуем. Слишком быстро каточка, ну как-то очень слишком быстро. То есть смотрите, ребят, давайте еще раз разберемся, да, то, что я вам про защиту вот только что объяснял, да, в самом начале ролика. Вот жрец, он дает нам броню 13% брони, 13, да. Наш шагоход атакует, у него атака 22 урона. То есть если шагоход бьет по юнитам, которые защищены жрецам, 50% урона не проходит от шагохода. Понимаете, что это значит? И у самого шагохода еще 9, почти 10 брони. То есть итого вражеские шагоходы будут наносить мне по 3 хп урона. Вы знаете, после таких каток мне люди начинают писать типа: о, читер, у меня шагоходы на 2 левела выше твоего, да, но я тебе урона не наношу, ты нехороший игрок, мамон, фу, я твои гайды смотреть не буду, ты читер, ты на видосах говоришь одно, а на самом деле ты нехороший такой, что-то я заболтался. Ну вы поняли, да? То есть у шагохода броня 10%, грубо говоря, 10%, плюс еще жрец 10%, другой шагоход наносит 20 урона, то есть получается он ему не наносит, ну там 2-3 урона наносит вражеский шагоход, в этом и прикол, ребят. То есть многие игроки говорят: о, все. Бывало такое, что ребята видели шагоходов в моей колоде, да, и они сразу сдавались: фу, ты играешь шагоходами, шагоходы сейчас имба и так далее. Вот, пожалуйста, вам защита от шагоходов, да, как вообще спасаться от таких игроков. Просто берете свою команду жреца и все, ребят.
О, блин, такой скример, капец, я чуть не уснул, реально. 5 минут ожидания для меня длилось как целая вечность, и наконец-таки каточка началась. Все, поехали, ура! Та-та-та-та-та-та-та. Опять такая локация, да, где он может находиться в 3 местах. Но давайте будем искать, почему нет? Давайте поищем, может быть он здесь. Будем осаждать наш вражеский замок. Вообще, знаете, как работает осада, да? Как раньше люди осаждали противников. Давайте я вам расскажу, почему бы и нет, да. Они нападать на замок напрямую, это очень энергозатратно. Осаждать замок, да, тебе там сверху скидывают стрелами, там всякое кидают, и победить в такой ситуации сложно. А вот осада — это прям отличный способ вынудить своего противника сдохнуть с голоду, потому что мы перекроем сейчас все ему пути. Да, здесь его нет, отлично. Здесь его нет. Перекроем просто все пути продовольствия, да, не дадим строить замки. И зажмем его в углу, и он ничего не сможет сделать. Вот так и работает осада. Вот, нашел. Так, куда? Давайте здесь будем осаждать нашего противника. Отлично, делаю сразу защиту, защита есть. Делаю пушку. Чуть-чуть неудачно построил пушку, ладно, ничего страшного. И давайте мне сразу надо... О! Меня обнаружили. Ладно, ничего страшного. Сразу сделаю шагохода. А чувака отсюда уберу. Ой, он там тусит. Так, а ты здесь будешь сидеть. Ты будешь строить вторую базу. Сразу вторую базу. Все. Не сдохни только. Я тебя очень прошу, чувак, не сдохни. Иди-ка сюда лучше что-нибудь веселое, полезное построй. Так, шагоход готов, самолет делаем. Делаем самолет, отлично. Все, осада у нас почти готова. Осталось только сделать еще одну шахту. Чуть-чуть я затупил, замедлил, но это потому что когда снимаешь, надо и объяснять, и рассказывать, и, соответственно, что делать. Понеслась моча по трубам. Я не успел даже ни пушки сделать для защиты, вообще ничего не успел сделать, ладно. Этого чувака я убираю. Ага, боишься меня? Боишься? Все, сразу построим сюда 2 пушки. Так, здесь у нас почти готово. 3 рабочих. Давай, добивай. Ты уходишь. Сюда яд. Так, ты убиваешь этого. Самолетик он у меня украл. Прикиньте, он у меня украл самолетик. Ах ты негодяй. Но тебе это не поможет. Мы тебя уже осадили, чувак. А и зарядка садится уже. Так, долго ждал, пока начнется эта каточка. Так, здесь у нас защита есть, рабочие есть, все есть, отлично. Берем здесь. Покупаем, сразу надо развиваться, очень быстро надо все делать, технично. Одного рабочего он мне все-таки гакнул, да? Ничего страшного. Сразу делаем пушкаря, сразу делаем здесь. Все. Теперь, когда он будет нам шагоходов отправлять, мы с вами уже выяснили, да, что мы сделаем щит, и шагоходы нам не будут наносить никакого урона практически. Вот и все секретики. Мама расскажет вам все секретики в этой игре. Так, ну, только те, которые найдет. Чего не знаю, уж того не знаю, извиняйте. Отлично, второй готов барак. Теперь будем немножечко продвигаться вперед. Чуть-чуть вперед будем продвигаться. Такая у нас техничная застроечка. Антивоздух, антиземля. Все работает как надо. И как раз вовремя. Теперь надо следить, чтобы он не выбежал. Отсюда. Если он пойдет атаковать мою базу, мы пойдем атаковать его базу. Логично. Так. Потихоньку. Мы не будем сразу атаковать. Сразу атаковать опасно. У него могут быть защитные башни, поэтому пусть он лучше сам нападает. Как я уже говорил, осада. Осаждаем нашего противника. Отлично. Можно еще одну базу построить у нас. Мы же его заблокировали почти везде. Заблокировали. Мы еще можем дополнительно сюда построить, чтобы он сюда не построил базу, да? О, понеслась моча по трубам. Делаем защиту. Все, и теперь мы урон не получаем. Не получаем никакого мы урона. Видите, он тоже играет с такими же чуваками. Но у нас здесь 2 защиты. Опять, да, это все так быстро. Выиграть 5 рейтингов. Да, я несколько каток перезаписывал, они почти все вот так вот быстро заканчиваются, ребят.
сегодня. Кубков дали мало. Давайте напоследок посмотрим, как же эта тактика будет проявлять себя в командном режиме. 1 на 1 понятно, да, что хорошо работает, все нормально, все классно. Как же оно будет работать теперь в групповом? Ну, наши с друзьями, когда мы будем играть, да, ну, в режиме 2 на 2 или 3 на 3. Да, мистер Курсет. Первый раз вижу этого персонажа. Кубков не так много, но, в принципе, я думаю, моя тактика поможет затащить. О, наконец-то. Вот 2 на 2 у нас быстро началась каточка. Поехали. Отлично. Отличная локация. Я в этой локации вообще ни разу с такой тактикой еще не проигрывал. Да, я эту тактику применяю со времен динозавров и только сегодня решил про нее вам рассказать. Опа. Покупаем рабочего. Тайминги, ребят, тайминги. Шахта. Берем рабочего, отправляем его сразу же сюда. Вот это самое удачное место для нашей осады. Так. Еще 2. И потом еще 2. Чуть-чуть подкопить надо. Так, давай. Все, теперь пушечка. Пушечка обязательно. Защита, да, против невидимок и прочего. Мало ли, вдруг там собачечки всякие прибегут. Хова. Как только у меня вот эта штука застроилась, сразу же выбегает туда рабочий. Отлично. Покупаем еще одного. Так, мой бежит. Бежит. Жив, цел, орел. Идем сюда. Сразу бараки. Хоба, строим бараки, отлично. После барака делаем шахту. Идеальный баланс. Так. Как только я начну строить шахту, у меня сразу построится барак. Сразу строится барак, и моментально я могу сразу тут же построить шагоходы. И уже сразу отправить его на противника, но я этого пока что делать не буду. Мы играем все-таки в осаде. Их двое, я один, так что шансов забурить с первой попытки у меня очень-очень мало. Ждем здесь 7 секунд. Смотрите, 10, 9, 8, 7. Ждем. Опа, прибежал. Смотрите, такая ситуация. Если вы не успели достроить свою постройку, можете вернуть свои ресурсы, просто отменив ее. Оба. И отправим сюда, наверное, еще 2 рабочих. Почему бы нет? Мне не жалко. Хотел нас забурить мелочью, но мы ему не дадим. И надо еще самолетик сделать сразу. На всякий случай, вдруг сейчас он бесов пришлет, увидит, что у меня наземка. Начнет бесов присылать. Ему этого дать не надо. И одну сову. Опять атакуют. О, я же говорю, бесы придут. Поможем или не поможем? Рабочим сколько идти? Ой. Иди-ка ты отсюда погуляй. Нет. А, переключился на рабочих. Оба, самолетики. Все, никакие бесы мне не страшны. Еще и своего шагохода спас. Отлично. Красавчик, как говорится. Сразу идем строить базу. Почему бы нет? Я накопил золото, столько времени потратил, пока с этим сюсюкался. Опа, готово здесь. И делаем еще, достраиваем наш барак. Отлично. Все, чувак, осада готова. Ты ничего не сделаешь. А что ты мне сделаешь, чувак? Бич. Покупаем жреца на всякий случай. Жрец. Все, да. Уходим от атаки. Добиваем. И назад. И делаем еще вот так. Сову берем сюда, мы ее уже закупили. Отлично. Все, на нашей главной базе ничего нет. У нас кроме союзника, да, будем рассчитывать чисто на союзника. Одна защитная башня. Да, в принципе, ее хватит. Пока наш противник отдуплится и захочет атаковать мою главную базу, у меня там уже закончатся ресурсы, и она не будет иметь никакого стратегического важного. Да ё-моё, я что, один против двоих? Никакого стратегического важного значения. Ого-го! Давай. Пушкари здесь прям в тему. Прям очень в тему пушкари. Так. Давай, 150 ждем. 150. И сюда куда-нибудь. Прям поближе, чтобы, если что, рабочих зацепить. И сову, чтобы увеличить радиус видения. Ай, куда ты побежала? Не-не-не, сиди здесь. Покупаем рабочих, покупаем. Все, у меня союзник уже там справляется потихоньку. Я ему даже не очень-то и нужен теперь. Когда первую атаку отбил, я уже не особо нужный здесь, да, как бы.
Так, теперь у меня один рабочий отдыхает. И давайте газ. Газ. Потихоньку, одновременно. Покупаем юнитов, покупаем постройки. Надо сделать еще, наверное, сюда построечку. Вот сюда прям. В защиту пушек, да, пока они будут бить постройку, мои пушки будут бурить. В принципе, ребят, я вам так скажу, сколько у меня здесь? Да я уже готов разносить по полной. Давайте вот прям сейчас и начнем. Мы уже не выпустили, не дали построить им базы никакие. Надеваю купол на своих ребят и просто не чувствую урона. Просто, ну не то чтобы не чувствую, но по крайней мере мне не так уж и больно. А мне не больно, а мне не больно. Так. А вот и пушкари стоят здесь, добивают. Видите, они не под линией огня и мочат. Мочат красиво, прекрасно мочат. Так, а у нас здесь еще 4 рабочих. Все. Можно прям в наглую прям сюда построить. Почему бы нет? Здесь у нас пушки защищают. Да, изи, парни, изи. Так, первый сдался, отлично. Да, идем добивать, чисто добивать. Видимо, он в самом начале, помните, когда он начал атаковать мечниками, он хотел сюда постройку построить, а здесь бац, и я его просто не пустил и не дал ему сделать, развиваться. Отлично, провести 60 минут в рейтинговых битвах, да я просто. Такие квесты новые появились у нас. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, надеюсь, я кому-то помог, надеюсь, эта тактика вам поможет собрать ваши кубки. Ну и всем хорошего дня, пока.